Здравствуйте, друзья! Совершенно неожиданно для себя я решил сделать небольшой обзор вот этого прибора, который пролежал у меня на балконе 1,5 года. А пролежал он там потому, что мне было лень заменить в нем неисправный микроамперметр. Ну вот, наконец-то это случилось, и давайте познакомимся с прибором. Итак, перед нами прибор дозиметрического контроля DP21B. Собственно говоря, DP21 это не отдельный прибор, а целый комплект оборудования, который состоит из 200 малогабаритных ионизационных камер, индивидуальных дозиметров DS50 и зарядно-измерительного пульта. Общий вес комплекта в укладочных ящиках 32 килограмма. А предназначение такого комплекта DP21 – это измерение доз гамма-излучения с целью дозиметрического контроля облучения людей на зараженных участках местности. Комплект обеспечивает измерение накопленных доз в двух диапазонах. Первый диапазон до 5 рентген и второй до 50 рентген. Обратите внимание, именно рентген, а не рентген в час, потому что речь идет не о мощности излучения, а о накопленной дозе. К сожалению, мой комплект не полный, в нем отсутствует ящик с индивидуальными дозиметрами, однако сам пульт имеется. А также я приобрел несколько дозиметров DS50 для экспериментов с прибором. Надо сразу отметить, что DP21 это был первый серийный прибор для работы с индивидуальными дозиметрами, поэтому он далек от совершенства. Сам пульт очень громоздкий и тяжелый, а работать с ним относительно сложно. В дальнейшем эту серию сменили приборы DP23, а после них уже появились KID-2, DP22 и DP24. У них было более простое устройство, меньшие габариты и усовершенствованная схема электропитания. Серия DP21 имела две модификации – DP21A и DP21B. Все отличие было в системе питания. Для работы DP21A необходимо было 18 различных батарей. В DP21B схему питания переделали, и количество батарей сократилось до 6. DP21A производились в 1955 году, а DP21B выпускались с 1956 по 1959 год. Данные могут быть немного неточными, они основаны на датах выпуска известных нам экземпляров. Давайте вкратце рассмотрим принцип работы этого дозиметрического прибора. Индивидуальный дозиметр DS50 представляет собой малогабаритную ионизационную камеру, внутри которой находится стерофлексный конденсатор емкостью 390 пикофарад. При заряде камеры в зарядном устройстве на обкладках конденсатора накапливается и удерживается электрический заряд. Под воздействием гамма-излучения воздух внутри камеры ионизируется, и между катодом и анодом камеры начинает течь электрический ток, который частично разряжает конденсатор пропорционально силе излучения. Таким образом, если мы определим остаточный заряд конденсатора с помощью измерительного устройства, то мы сможем определить дозу облучения, которая воздействовала на ионизационную камеру. Установлено, что каждый 1 рентген дозы уменьшает заряд конденсатора на 3,3 вольта. Чем большую дозу излучения необходимо измерить, тем большей величины электрический заряд нужно накопить на конденсаторе камеры. Поэтому, когда камеры подготавливают для измерения доз до 5 рентген, их заряжают напряжением 20 вольт. А камеры для измерения доз до 50 рентген заряжают напряжением 200 вольт. Кстати, их наименование DS50 обозначает дозиметр слепой на 50 рентген. Слепой, потому что он не имеет никакой шкалы или другой индикации. Давайте изучим устройство камеры в разрезе. Внешний электрод анод представляет собой алюминиевый цилиндр, который является корпусом камеры. Внутри цилиндра размещен стерофлексный конденсатор, корпус которого имеет электрический контакт с корпусом камеры. Второй электрод конденсатора соединен с металлическим стержнем, который служит катодом. Чтобы избежать замыкания на корпус камеры, катод помещается в пластиковый цилиндр из воздуха эквивалентной пластмассы. Сама камера полностью герметична. Внизу находится резиновая мембрана с металлическим контактом в центре. Когда мы вставляем дозиметр в пульт,
то внутренний штырь в гнезде пульта нажимает на мембрану, и тем самым обеспечивается электрический контакт с внутренним электродом камеры. С торцов камеры закрывается эбонитовыми пробками. На верхней указан комплектный номер дозиметра и его наименование. Здесь также имеется дужка для крепления камеры в нагрудном кармане одежды. Длина дозиметра 103 мм, диаметр 13 мм, масса 20 грамм. DS-50 позволяет работать в радиационных полях мощностью до 180 рентген в час. Саморазряд заряженных ионизационных камер, на которые не воздействовало облучение, не превышает 7% в сутки. Слепые дозиметры DS-50 в дальнейшем были заменены на прямопоказывающие ДКП-50. В прямопоказывающих дозиметрах можно было считать накопленную дозу, посмотрев в окуляр на свет. Преимущество DS-50 в более низком саморазряде. А кроме того, военнослужащий, носивший дозиметр, не мог сам проверить, какую дозу он получил. По неподтвержденной информации, слепые дозиметры выдавались рядовым, а прямопоказывающие – офицерам. Для заряда и измерения дозы излучения камера вставляется в соответствующее гнездо пульта. При этом один контакт идет через корпус камеры, другой через контакт в центре мембраны. Зарядно-измерительный пульт оформлен в виде настольного прибора. Он большой и тяжелый. Корпус сделан из стали. Масса пульта 10 кг. Ширина 30 см. Высота 29 см. Глубина 24 см. На передней панели размещен измерительный прибор и органы управления. Все органы управления подписаны. Далее мы рассмотрим их более детально. Сверху кожуха находится гнездо для хранения контрольной ионизационной камеры номер 200, которая используется для проверки работоспособности. В левом верхнем углу мы видим шильдик с эмблемой завода-изготовителя. Это Минский радиозавод номер 281 имени Молотова. Раньше я ошибочно считал, что это клеймо Министерства радиотехнической промышленности СССР. Но нет, это логотип радиозавода имени Молотова, на котором выпускалось огромное количество радиотехнических приборов в 50-е и 60-е годы. Здесь же указано наименование прибора ДП-21Б, год выпуска 1956 и серийный номер. Измерительный прибор ДП-21 имеет две шкалы. По верхней производится определение накопленной дозы, градуировка шкалы в рентгенах. По нижней шкале настраиваются параметры питания прибора. Шкала отградуирована в вольтах. Сверху находится табличка с краткой инструкцией по подготовке к работе с прибором. Для удобства работы с прибором на корпусе размещены три металлические ручки. Сзади кожух пульта имеет откидную дверцу, которая дает доступ к месту расположения источников питания. Отсек закрывается стальной крышкой. В приборе ДП-21Б для работы требуется всего 6 батарей. Первая, самая простая, это элемент на 1,5 вольта. Еще нужны две батареи 13 АМЦГ, которые необходимы для управления лампой усилителя и для зарядки внутренних конденсаторов. И, наконец, для обеспечения зарядного напряжения нужны три последовательно соединенные батареи 105 ПМЦГ, которые суммарно дают 300 вольт. Схема подключения расположена на внутренней части крышки отсека питания. Интересно, что в батареях АМЦГ используются не все выводы. Даже не используется минусовой вывод ни одной из батарей. Один свежий комплект источников питания обеспечивает не менее 75 часов непрерывной работы пульта при нормальной температуре. Теперь перейдем непосредственно к работе с зарядно-измерительным пультом. Несмотря на большое количество элементов управления, работать с прибором не так сложно, как кажется. Необходимую последовательность действий я запомнил буквально с первого раза. Итак, тумблер «Работа-проверка» необходимо перевести в режим «Работа». А что такое проверка, я расскажу позже. После этого нужно настроить параметры питания. Тумблер «Контроль нуля работа» переводим в положение «Контроль нуля». После замены батареи следует все регуляторы напряжений перевести в крайнее левое положение. Теперь можно включать прибор в режим установки напряжения накала. Регулятором накал совмещаем стрелку микроамперметра с меткой у накала.
Далее ставим переключатель в положение анод и регулятором напряжения настраиваем анодное напряжение по метке УА. Теперь переключаемся в режим смещения и устанавливаем напряжение смещения по метке ЕС. Все необходимые для работы ламп напряжения установлены. После этого следует прогреть прибор в течение 3 минут и проверить установку. Переводим переключатель в положение зарядное напряжение и регулятором устанавливаем стрелку на соответствующую метку У зарядная. Если зарядка не требуется, этот шаг можно пропустить. Здесь нужно отметить, что у прибора есть два диапазона 5 и 50. Проверяем настройку в обоих диапазонах. Почти все готово, осталось чуть-чуть. Переводим переключатель режима в положение работа. Нажимаем кнопку «Сброс». В этот момент входной конденсатор усилителя зарядится до напряжения минус 4 вольта. Далее ручку и установку нуля следует скомпенсировать начальный анодный ток лампы, совместив стрелку измерительного прибора с нулевым делением шкалы. Последний шаг – это установка шкалы. Переключаем тумблер в режим работы и снова нажимаем кнопку «Сброс». Конденсатор при этом разряжается до напряжения минус 1,2 вольта. Ручкой установка шкалы нужно совместить стрелку с зеленой риской, она находится в самом конце шкалы. Вот теперь прибор полностью подготовлен к зарядке индивидуальных дозиметров и к измерению накопленных доз. Измерения всегда проводятся в том же диапазоне, в котором дозиметры заряжались, либо 5, либо 50. Процедура зарядки очень простая. Предварительно нужно перейти в режим зарядки и установить требуемый диапазон. Чтобы зарядить дозиметр, следует открутить нижнюю заглушку и затем кратковременно поместить его в гнездо зарядка. Вот таким способом я быстро зарядил два дозиметра. И не менее просто определить накопленную дозу. В режиме работа облученный дозиметр, точно так же со снятой заглушкой, помещается в гнездо измерения. На шкале измерительного прибора сразу же показывается полученная доза в рентгенах. Погрешность измерения здесь порядка 4%, то есть плюс-минус 2 деления шкалы. Именно по этой причине перед нулевой отметкой шкалы есть еще 2 деления. После каждого измерения необходимо обнулять показания кнопкой «Сброс». Поскольку эти дозиметры не подвергались облучению, то и дозу прибор показывает нулевую. А вот, к примеру, на третий дозиметр воздействовало радиоактивное излучение в течение некоторого времени. И, как видим, он накопил дозу 1 рентген. В реальных рабочих условиях все показания дозиметров записываются. Теперь рассмотрим режим проверка. Он необходим для проверки работоспособности прибора без использования радиоактивных контрольных источников. Как все это работает? Я уже говорил, что для дозы, равной 5 рентгенам, инициационная камера заряжается напряжением 20 вольт. Также из документации к прибору известно, что 3,3 вольта заряда соответствует 1 рентгену. Таким образом, если мы уменьшим напряжение заряда дозиметра DS50 на 3,3 вольта, то при его измерении прибор должен показать дозу облучения 1 рентген. И так далее. При уменьшении заряда на 6,6 вольта прибор покажет 2 рентгена. При уменьшении на 9,9 вольта получится 3 рентгена. За контрольную точку обычно принимают именно значение в 3 рентгена. Так вот, в режиме проверка, регулятором проверка, мы можем установить требуемое напряжение заряда. Причем оно будет установлено вне зависимости от рабочего режима и никак не помешает обычной работе по зарядке и измерению. Следует также отметить, что проверка производится только на диапазоне 5. Для контроля обычно используют образцовую камеру номер 200, которая хранится в верхнем гнезде и не используется для работы в радиационных полях. Давайте я установлю напряжение 10 вольт, что будет соответствовать дозе в 3 рентгена.
Теперь заряжаем дозиметр. И можем сразу его проверить известным нам способом. И действительно, измерительный прибор показывает дозу 3 рентгена. Вот таким образом можно очень просто проверять правильность работы пульта. Вообще надо отметить, что DP21 имеет довольно удобную систему диагностики. Если в каком-то из режимов установки питания невозможно установить стрелку в правильное положение, это значит, что данная цепь неисправна. Теперь я скрою корпус прибора. Чтобы это сделать, нужно отвинтить 6 больших винтов и 2 маленьких. Затем можно выдвинуть шасси на себя. Прежде чем лезть в прибор, обязательно нужно отключить батарею ПМЦГ, потому что здесь в нескольких точках контакты не изолированы, а 300 вольт бьют очень сильно. Меня уже долбануло током, и ощущение было крайне неприятное. С нижней стороны мы видим наборы резисторов. Их здесь много, потому что используются отдельные делители напряжения для 2 диапазонов и 2 режимов работы. Снизу расположены дополнительные потенциометры для подгонки параметров питания. Это очень важные регуляторы, которые применяются для настройки питания прибора после ремонта. Также мы здесь видим галетный переключатель, реостат накала и потенциометры для установки питания. Сбоку находится круглая массивная крышка герметичного отсека, в котором расположены самые чувствительные элементы прибора – лампа усилителя и приемные конденсаторы. Они должны находиться в стерильных условиях и в полной сухости. В противном случае прибор не будет работать должным образом. Крышку я сейчас сниму и покажу, что внутри. Итак, в центральной части мы видим хорошо знакомую нам электрометрическую лампу 1E1P производства Московского электролампового завода. Вот такая лампа. Выпущена она в 1956 году и на сегодня полностью исправна. Далее в отсеке расположен переключатель диапазонов. И самое интересное – это конденсаторы, которые принимают заряд при установке инъекционной камеры в гнездо измерения. Конденсаторам предъявляются высокие требования, так как от них зависит правильность измерений. Поэтому в комплекте с измерительным пультом идут запасные конденсаторы. В зависимости от установленного диапазона к управляющей сетке лампы подключаются разные конденсаторы. На диапазоне 5 подключаются конденсаторы емкостью в 2200 пикофарад, а на диапазоне 50 емкостью 28 нанофарад. Да, еще я забыл рассказать про измерительный прибор. Это микроамперметр М24 на 100 микроампер. Его класс точности единица, то есть погрешность измерений составляет 1%. У меня микроамперметр изначально был неисправен, но я купил новый и просто переставил измерительный механизм в старый корпус. Теперь рассмотрим укладочный ящик DP21B. Он очень большой и очень тяжелый, изготовлен из клееной березовой фанеры. По углам усиления из металлической фурнитуры, спереди замки. Ручка удобная, эргономическая. Ширина ящика 38 см. Высота 37 см, глубина 31 см. Как видите, состояние у ящика довольно посредственное. Реставрацией я не занимался. На ящике указано наименование прибора и серийный номер. Внутри находится схема укладки. Слева есть карман для документации. Документация, как всегда, очень подробная, где описана и теоретическая часть, и практическая. В ней имеются все схемы, все таблицы, все инструкции на самом высоком уровне. Я такое обожаю и каждый раз с огромным удовольствием читаю эту документацию. Как обычно, у ящика имеется второе дно, где в отсеках хранятся аксессуары и запчасти. Под батареей отведено достаточно много места. Также здесь хранятся болты для стационарной установки прибора на столе. Запчастей немного. Это лампа 1E1P и конденсаторы. И на задней стенке хранится отвертка. Больше ничего здесь нет.
К сожалению, как я уже говорил, укладочного ящика с ионизационными камерами у меня нет. Ну что же, друзья, мы познакомились с комплектом дозиметрического контроля DP21B. Как видите, несмотря на сегодняшний возраст в 66 лет, прибор работает почти как новенький. Кроме замены микроамперметра, больше я ничего не ремонтировал. Единственное, что я сделал, это дополнительно регулировал зарядное напряжение, потому что поначалу прибор не хотел правильно показывать дозу. Вообще прибор довольно занятный, и не только в плане антуража. Во-первых, он все еще пригоден для использования по прямому назначению. Во-вторых, без обладания определенными знаниями с ним не получится работать просто так. Мне, например, очень интересно было изучить принцип работы с накопительными дозиметрами, потому что до сей поры я с такими приборами не работал. Ну а обзор DP21B подошел к концу. Я намеренно не вдавался в подробные детали, чтобы не загружать зрителей сложной информацией. И если кто-то из вас заинтересуется принципом работы DP21B, то вы можете прочитать руководство от прибора. Спасибо всем за просмотр. Пишите комментарии, я на все стараюсь ответить. До встречи!